Друзья, я рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня я хотел бы поговорить на тему Гавах. Гавах – энергия страдания. Что же это? Немногие знают, что Гавах – это лярва. Лярва – это тонкоматериальное существо, которое питается нашей энергией страдания. Немногие знают, что Иисус был распят на кресте, и Он страдал. И наши страдания на земле, они как бы растянуты во времени. То есть на протяжении всей нашей жизни мы должны были страдать, чтобы, так сказать, выстрадать и почувствовать то, что почувствовал Иисус на кресте. Да? Благодаря змею-искусителю люди поддались своим соблазнам, поддались своим слабостям. Первой и главной слабостью стало все-таки чревоугодие, так сказать. Это яблоко. Затем уже пошли другие слабости, да, но это все-таки будет первое. Когда мы не хотим что-то есть или пить, но соблазн этот постоянно нас сопровождает. И тот, кто не может управлять им, управлять своими чувствами, управлять своими эмоциями, он поддается. Он знает, что он будет страдать, знает, что, возможно, ему будет плохо, как после принятия алкоголя, курения или обжорства. Это тоже страдание. Это тоже страдание, которое будет преследовать тебя после мимолетного, короткого удовольствия. Именно этим страданием и питается лярва. То есть энергия, которая высвобождается при человеческом страдании, называется Гавах. Ей питается эта лярва, тонкоматериальное существо, которой нравится, чтобы мы страдали. Но чревоугодие – это не единственная наша слабость, так сказать. Кроме этого всего, у нас еще есть комфорт. Что я сделал для себя и какие я сделал вообще выводы за последние несколько дней? Друзья, смотрите, представьте себе ситуацию. Люди ходят на работу, да, опять же, они страдают, потому что 99% людей, которые ходят на работу, на нелюбимую, скорее всего, они страдают так или иначе, потому что их вычитывает начальник, у них маленькая зарплата, они встают рано, они постоянно страдают, то есть нас обрекли на страдания в этой жизни на самом деле. И не надо и не нужно мне говорить, что это не так. Если вы говорите, что это не так, значит вы сами себе врете, так или иначе. Давайте представим ситуацию, что автомобиль, будем говорить сегодня за автомобиль, как пример. Примеров может быть огромное множество, но будем говорить сегодня об автомобиле. Или телефоны могут это быть, или еще что-либо другое. Нам нравятся классные крутые автомобили. Да, мы хотим купить себе крутой автомобиль, в котором будет классно, комфортно и в котором будет все классно и хорошо. Или тот же телефон, допустим. Но давайте представим на секундочку этот комфорт, это мимолетное удовольствие, которое принесет нам покупка автомобиля, она мимолетная, она уйдет. Потом ты привыкаешь к этому и ничего не замечаешь. Тебе хочется чего-то другого. Но представьте на секунду, сколько людей при создании этого автомобиля, они все-таки страдали, которые работали на заводе, в Китае, еще где-либо. Они работают на истощение, их постоянно вычитывает начальник, они работают сверхурочно, они вообще не видят семью, они не видят детей, они не доедают, не досыпают, это все. И постоянно люди мучаются и страдают. Из-за этого страдания питается Гавах. Гавах этот выделяется, да, энергия это, и питается им эта лярва, да. А этот комфорт, он очень маленький. Так же само, как и у нас от каких-либо вещей, купленных нами, да, удовольствие очень короткое на самом деле. Но страдание, за которую ты покупаешь, грубо говоря, эту вещь, чтобы получить себе маленькое удовольствие короткое, ты и погибаешь от этого. То есть ты питаешь это существо, которое любит, чтобы ты страдал, хочет, чтобы ты страдал. Но страдание не ограничивается этим. Мы обречены на страдания на всей жизни, на протяжении всей жизни. Если взглянуть на все и на каждого,
то каждый из нас мучается каждую секунду, каждую минуту что-то ему не так. Понимаете? За мимолетным удовольствием скрываются большое страдание, так или иначе. Что бы вы ни взяли в пример, будь то еда, будь то вода, предметы какие-то, предметы роскоши или неважно что, они добыты или сделаны другими людьми, которые отдали свою энергию, они страдали. Чтобы получить удовольствие для какого-то человека, очень большое множество людей должно страдать. Как я уже сказал, это автомобили, это телефоны, это какая-то еда и еще что-либо. Вы только себе задумайтесь, сколько стоит людей за каким-то предметом, за какой-то едой, за каким-то удовольствием, сколько стоит людей, которые выстрадали это для вас, чтобы вы насладились этим очень коротко, очень какой-то короткий промежуток времени. И когда вы насладились этим, за этим следуют какие-то определенные последствия. При употреблении алкоголя это последствия будут для семьи, для детей, да. То есть это не только что в семье начнется разруха, потому что, допустим, алкоголь разрушает полностью семью, но также он разрушает и личность, и молодежь, современное поколение, то есть, да, и взрослые, и всех людей. Это плохие привычки, это наркотики, это алкоголь, это любые другие удовольствия, которые очень короткие, но ведут нас к абсолютному страданию. Среди этого абсолютного всего есть бесконечное ничего. И каждый из нас не знает, что он здесь делает на этой земле. Это видео у меня получается таким будто выжатым немножко, да. Не знаю, с чем это связано, не могу как-то вот выразить то, что я бы хотел выразить на самом деле. Но я надеюсь, что вы немножечко меня понимаете все-таки. И мне иногда кажется, что люди, они хотят сами страдать, то есть им это как будто нравится. Как будто нравится им постоянно мучиться, постоянно пребывать в состоянии страдания. Или скрываться за эмоциями, которые тебя преследуют, да, которым ты хочешь поддаться, чтобы тебе вроде якобы было хорошо. Но всегда за коротким удовольствием, за коротким кайфом, так сказать, всегда очень большие последствия, большие страдания. И этим страданием и питаются, собственно, вот эти тонкие тела, вот эти тонкие существа, лярвы, которые питаются этим гавахом энергии страдания. Дети, которые, например, не хотят ходить в школу, да, родители, которые не хотят ходить на работу, и потом вот это все череда вот этого событий, вот этих клубков, вот эта энергия страдания, она постоянно преследует нас всю нашу жизнь. И какой из этого можно сделать вывод? А вывод можно сделать следующий. Не нужно питать эту лярву, грубо говоря, не нужно выделять энергию страдания, не нужно выделять вот этот гавах. Нужно понимать всегда, нужна ли тебе эта вещь или не нужна эта вещь. Что следует за ней, за этой вещью, что следует за твоими удовольствиями кратковременными, что следует за твоими эмоциями, которые ты якобы хочешь испытать, чтобы испытать счастье, чтобы тебе этот мир не казался таким бредовым, да. Ты пытаешься спрятаться за чью-то личность, которая выстрадала за тебя это все. Господь, который был распят на кресте, Он страдал. И иногда мне кажется, что эта жизнь, она и не единственная, что все это будет циклично продолжаться. То есть это мы каждый раз будем перерождаться, будет какая-то реинкарнация, и мы непонятно сколько, непонятно долго мы будем страдать. И кто бы там ни говорил, друзья, что мы не одиноки, что вот все так хорошо, у кого-то там есть семья, ла-ла-ла и все остальное, неправда. Это все не так. Мы по жизни одиноки, и каждый из нас в своей душе, в глубине своей души страдает каждый день. Кто-то от нереализации, кто-то от того, что живет не с любимым человеком, кто-то от поиска другого человека, живя с этим человеком. Кто-то от того, что не может чего-то достигнуть, кто-то от того, что не может бросить какую-то привычку.
и еще чего-то. Кто-то не хочет ходить на работу, но ему якобы нужно ходить. И вот это все страдание, этим мы и питаем вот этих лярв, понимаете, друзья. А выход очень прост. Нам нужно заниматься только теми делами, которые нам приносят удовольствие, без страдания. То есть вы можете сказать, что Женя, ну вот как же так? Вот ты сам сказал, что удовольствие, и тут раз как бы и подводишь к тому, что все-таки энергия страдания. Но вы понимаете, что абсолютного бесстрадания достичь невозможно, понимаете? Его можно только уменьшить. И поэтому люди в этом мире с помощью денег пытаются как бы купить себе удовольствие на чуть-чуть больший промежуток времени и чуть-чуть меньше страдать. Они думают, что они смогут это купить, но они заставляют других людей страдать еще больше. Люди, обычные простые люди, рабочие, например, которые работают на какого-то начальничка, они очень много страдают. И эту энергию, да, они как бы, они берут его страдания на себя в какой-то маленькой дозе, грубо говоря. И этот человек, который в единичном экземпляре, допустим, управляет какой-то массой людей, он как бы пытается от этого страдания убежать за счет чьего-то страдания другого. И какое-то удовольствие себе от этого он получает. Но не так все просто, друзья. Вы понимаете, кажется, что все в этом мире не имеет никакого смысла абсолютно. До какого-то момента, можно сказать, до сегодняшнего дня или до несколько дней назад, хотелось как-то делать какие-то хорошие дела, что-то вот. Но вы понимаете, в чем парадокс? Парадокс в том, что я страдаю от того, что я не могу делать хорошие дела. Из-за того, что люди привыкли страдать. Я хочу их от этого отвернуть, от страдания, грубо говоря. Показать им какой-то путь, другой путь, по которому можно жить, не так страдать. И сам страдаю от этого, что не могу кого-то спасти, не могу кого-то помочь кому-то, направить на какой-то истинный путь. Да, я не мастер, не гуру, я не какой-то там вообще супер крутой человек, да. Я обычный человек. Но я уверен, что я знаю немножко больше, чем какие-то люди, которые могут не разбираться в этом. Я уверен в этом. И если кто-то хочет со мной побеседовать на эту тему, я всегда об этом могу поговорить. И я уверен, что я задам такие вопросики, или мы поговорим на такие темы, у человека просто не останется вопросов, или он просто может не понять этого всего. Вот в чем дело, понимаете? Мне кажется, что я понял. Мне кажется, что я понял немножко жизнь, такую, какой она есть. Что все сводится к страданию. И чем больше страдания у тебя есть, точнее, чем больше ты страдаешь, тем больше якобы ты живешь, как бы, парадоксально. Или чем больше ты заставляешь людей страдать, других, мучиться, тем ты якобы поощряешь Бога, который все это, весь наш народ, всех людей, грубо говоря, заставил страдать. Из-за того, что мы, люди, какое-то вот поколение, которое распяло его. Вроде бы это все было так задумано, но абсолютно непонятно, для чего все это, почему все держится на энергии страдания, почему люди не могут жить и созерцать, не могут делать классные дела, преисполняться. Почему они обязательно деградируют, страдают, заставляют страдать других людей, рождают этих людей, детей, сами страдают от привычек плохих, от кратковременного удовольствия, потом бьют детей, бросают детей, заставляют их страдать, заставляют их делать те вещи, которые они не хотят делать, приводят их в этот мир, в который, может быть, они и не хотели прийти. Мое видео получилось слишком растянутым. И не каждый, скорее всего, досмотрит до конца, потому что неинтересно. Потому что все-таки интереснее будет
деградировать, поржать над чем-то, выпить пивка, вот, там, употребить какие-то наркотики, это проще. Но потом утром приходит энергия страдания, то есть она выделяется, потому что тебе нужно идти на работу, платить по счетам, ты загоняешься, ты работаешь на какого-то начальничка, отдаешь ему, ты точнее страдаешь за него, а он просто, он тоже страдает в какой-то степени, но в меньшей степени, в меньшей как бы степени. Вот так, это видео получилось таким разговорным, друзья, и я смотрю на окружающую среду, и люди так в себе уверены, будто они знают эту жизнь. Я несколько минут назад сказал, что я как бы понял эту жизнь, но я ее не знаю. В этом вещь, в этом парадокс, и в этом есть какая-то, и как чаша весов. Это всегда какая-то игра, в которую играют даже мертвые, потому что если ты умер, это не конец. Ты будешь страдать всегда. Так устроено все это. Через энергию страдания. Ты всегда питаешь вот эту лярву, которая сидит внутри тебя. Она истощает тебя. И у тебя еще меньше энергии становится. И ты страдаешь все больше и больше и больше. И конца этому края нет. И пока ты не преисполнишься, пока ты не начнешь духовно развиваться, духовно, душевно, пока ты не отбросишь всю шелуху и не начнешь заниматься своим делом, классным, которое тебе нравится, и будешь говорить этим людям, которые страдают, пытаться их вытащить из этого, пытаться направить на истинный путь, то я надеюсь, что все-таки можно исправить это положение и можно все-таки избавиться от этого, чтобы не кормить этих людей, лярв вот этих, которые питаются твоей энергией. Тогда ты станешь сильнее. И когда ты преисполнишься в этой жизни, когда ты духовно будешь развит, я уверен, что все-таки будет вечная жизнь, в которой не будет страдания, не будет боли, не будет всего этого, то, что происходит здесь и сейчас. Мы только говорим об этом, что вот так и так и так, но каждый из нас, никто не хочет ничего делать. Может быть, каждому страшно и все остальное, но довольствуясь чем-то маленьким, какими-то мелкими удовольствиями, мы страдаем еще больше. И кормим вот эту тварь, которая наслаждается нашими страданиями. Спасибо, друзья, за то, что смотрели этот ролик. Этот ролик получился немножко тяжелым, немножко несобранным, может быть. Очень много мыслей и очень трудно говорить, на самом деле, так, чтобы было более-менее доступно. Вот. Но я уверен, что мы должны все делать здесь и сейчас. Прошлое мы уже не можем вернуть, но я в том числе и многие другие все-таки страдают, наверное, из-за того, что его нельзя вернуть. И этим я также кормлю вот эту лярву. И во мне хватает приколов в моей жизни на самом деле. Но вы понимаете, что каждый из нас в душе маленький ребенок. Каждый хочет вернуться в то состояние, в ту беззаботную жизнь, когда не было страдания. Когда страдания брали вместо тебя родители, близкие, знакомые. Вот так, наверное, это было. Конечно, были какие-то мелкие страдания, мы уже начинали страдать, но жесткое страдание, мне кажется, начинается, когда ты уже начинаешь это понимать, когда ты начинаешь терять людей, близких вокруг себя, когда ты загоняешься еще сильнее с каждым днем. И вот это страдание, оно накапливается, и как снежный ком. И ты не можешь от этого убежать. Ты не знаешь, что делать. Никакой психиатр, никакой психолог, никакой врач, никто тебе не поможет. Каждый хочет с себя высосать денег для того, чтобы уменьшить немножко свои страдания и увеличить твои страдания. Вот так на этом все и держится, друзья. Что думаете, пишите в комментариях, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, потому что для меня это очень важно. Всем спасибо, всем пока.